Доброе утро, дорогие наши! Я очень рада начать утро вот с этой красоты. Я все-таки считаю, что это правда красота. Это мое утро. Почему говорю мое? Потому что я первая проснулась, готовила завтрак дома деткам и побежала сбегать к своим животным для того, чтобы открыть птичек, чтобы они вышли. И сама наслаждаюсь, хожу вот этой красотой. Стоит очень сильный запах в саду, потому что уже и черешня цветет, и яблочки, и груши цвет набирают, и все-все-все, и персики, и абрикосы. Уже все начало цвести, и чернослив. Все начало цвести, пусть не совсем большую силу, но я считаю, что это красота. Я думаю, со мной все согласятся. Присяду на снежанин стул, на высокенький, посижу чуть-чуть, водички попью и расскажу, что я сейчас буду делать. Сейчас я буду готовить бисквит. Штуки 3 приготовлю. Бисквит, вообще такой бисквит, очень такой вкусный, нежный он получается, мягкий. Его обычно делают с такой кислиночкой, мне нравится, когда присутствует сметанка в креме и сметанным кремом сверху помазал. У меня сметаны столько нету, мне в магазин идти неохота. Я буду делать со сливками, тоже будет вкусный. Но я в описании, кому будет интересно, оставлю сметанный крем тоже. Он там простой, сметана, сахарная пудра, в принципе. Ну, сметана, жирность 25 где-то такая. Но я сделаю со сливками. 3 рулета сделаю быстренько. Вот в этой форме у меня уже на двойную порцию желтки. А на моем планетарном миксере, замечательный миксер, который мне присылали на обзор, мне так нравится, на нем я уже поставила белки. То есть белки и желтки поставила. Сейчас я начну работать, сейчас водичку выпью. Вообще хочу немножко так поговорить, сказать вам огромное спасибо. Столько хороших, добрых комментариев, я просто поражена. Я даже не ожидала, что такое может быть. Благодарна, что вы хорошо реагируете на то, что мы выставляем рекламу. Часто просят. И я сейчас предупреждаю, что у нас есть реклама. И такие очень сомнительные, очень плохие рекламы. Мы отказываемся, нам часто предлагают. Ну, предлагают некоторые такие какие-то обучающие швабры. Ну ладно, просят, чтобы каждый месяц делали рекламу. Ну ладно. Нам остается швабра и еще идет оплата. То есть, ну а что, нам швабра не лишняя, швабра хорошая. Сомнительные были, которые мы отказывались. Ну вот просят еще там онлайн обучение прорекламировать. Я думаю, что кого не интересует рекламы, они и смотреть не будут. А кого работа интересует, они посмотрят и сделают для себя вывод. Если мне нравится, это же не значит, что должно всем нравиться, правильно? Ну, то есть вот так. Тут каждый человек должен принимать решение сам. Так, я уже сказала, что у меня здесь двойная порция. Яйца ставлю взбивать, ставлю туда 10 белков, потому что на один рецепт 5, и чуть-чуть соли. А здесь буду взбивать желтки. Удобно очень, что можно озвучить, потому что стоит очень такой шум. Планетарный миксер взбивает белки, а я здесь сейчас буду взбивать желтки. И прям такой шум на кухне стоит. Я взбиваю желтки до такого полуготового состояния. И также белки у меня там до полуготового состояния. Сейчас я добавляю ванильный сахар к сахару обычному. И буду добавлять сейчас к желткам. Перемешаю, потому что половина порции я высыплю к желткам, а половина все-таки унесу в белочки.
Ну, а также я поторапливаюсь с желтками, потому что желтки можно хоть сколько взбивать, а белки можно перебить, и тогда ничего не получится. Поэтому я тороплюсь. Сейчас добавлю свой сахар с ванилью. Весь, как я добавлять не буду, буду добавлять только половину, а половина принесла вот сюда к белкам. Белки тоже довела до полуготовного состояния, ввела сахар, и уже сейчас у меня такие устойчивые пики станут, красивые, потому что миксер срабатывает, планетарный миксер справляется с этой задачей, вот этот вот именно, вообще очень здорово. Белок такой красивый получается, хороший. Мне очень нравится, как здесь получается белок. Сейчас, пока работала, пришел Костя со школы. Я очень расстроилась, потому что Костя пришел, на щеке у него на бороде что-то, как будто об асфальт ударился, и прям на груди. Показываю, что белки взбились. Я его бегом, что случилось? Он невнятно как-то говорит. Дело в том, что вчера пришел, губа разбита была, какой-то взрослый мальчик. Но там прям учительница за него заручилась. Ну и здесь опять рассказывает, что где-то куда-то врезался. Но вот сейчас я уже быстро дорабатываю, начинаю переживать и буду наводить справки. Здесь у меня мед. Тот, кто у нас мед покупал, знает, что он у нас такой густенький. Поэтому я духовке греется, в духовку поставила, он так чуть-чуть растворился. У нас не то, что он колом мед стоит, да, он такой... как сказать, он, как сказать, я даже, ну вот такой вот он, паста какая-то, вот такой он у нас мед. Но я все равно его, чтобы он, и масло, все это у меня на двойную порцию отмерено. Все, я смешала мед с маслом, сейчас буду здесь все смешивать. Потом я смешала муку с разрыхлителем. Так, все посмешивала, теперь буду все вводить. Беру другую лопатку и начинаю. Здесь у меня желток с сахаром и ванилином. Сахар я сразу с ванильным сахаром смешала. А здесь у меня белок с сахаром и тоже с ванильным сахаром. Так, теперь мы с Снежанкин стул мешаем. Все, начинаю вводить белок в желток. Смотрите, какой. Это двойная порция у меня. Голос у меня еще чуть-чуть подводит. Но это теперь долго. Но в этом году я всю зиму держалась. Все видели, что в принципе такого не было. Ну вот сейчас меня... Но я сама виновата. У нас тут включены были полы еще. И было очень жарко. Мне и так, как печеньки, постоянно жарко. Надо лежать где-нибудь, где ветер дует. А тут еще и вот все пеку, готовлю. Я кондиционер включила на всю мощность. А он здесь хороший. Ну вот все, в принципе. Так, а может быть это и вирус, потому что сегодня даже Ульяна заболела. Папа сначала, Ульяна, а до этого бабушка с дедушкой. Дальше ввожу муку с разрыхлителем. Я всю сразу введу сейчас. Времени с ней сюсюкаться некогда, поэтому я сейчас вот так. Но все равно стараюсь аккуратненько перемешивать, чтобы мои сливки сильно не упали. И уже ввожу сюда мед с маслом. Мед с маслом. Мед прям вот так. Медовый такой, медовый бисквит. Вкусный очень. У меня он со сливками будет и с сахарной пудрой. Ну, а если у вас сметанка дома есть, потому что я его делала много раз со сметаной, а сейчас вот со сливками, в принципе, первый раз делаю. Все. Начинаю все замешивать, все делать. Девочки, спасибо большое вам за комплименты, которые вы мне даете, что в том платьишке мне хорошо. На самом деле, да, немножечко всхуднула и достала вещи, которые висели, которые не могла одевать.
килограмма, получается, я всхуднула. Вроде бы и мало, а получилось и нормально. Так. Оп. Начинаю распределять его. Пошли. Сюда, сюда. Он такой пышненький. Я специально взяла бумагу побольше, чтобы она как бы не давала бисквиту протечь на сам противень. Пусть бумажка будет вот так вот поширше чуть-чуть. Так. Угу. Так. Все, сразу понесла в духовку один, этот понесу в быструю духовку. Пусть он там будет. А этот сейчас, этот в долгую поставлю, в первую. Пусть долго стоит. И сразу второй. Времени у меня как раз спечь бисквиты и полететь за девчонками, за Снежаной, за Анютой. У них сегодня репетитор английского, а у Кости 3 часа репетитор математика русский. Она и читает, с ним все делает. Бумага у меня с силиконом, силиконовая, поэтому я ее не смазываю. Она у меня проверенная, ну, может быть, где-то чуть-чуть что-то и подлипнет. А так она проверенная, хорошая. Все. Хорошая такая. Это я новый рулон заказала на Валберес. Сейчас кто-то мне там в комментарии написал, что на Валберес удобно, но иногда дорого. Да, то есть смотрю. Вот, допустим, есть такие вещи, вот как футболки, даже сейчас на конкурс нам с детьми на турслет. Я как вспомню, как мы их в позатом году искали, на всех, надо одинаковое, надо то-то. Ничего нету в магазинах. Я здесь-то на Валберес 3 вечера потратила, искала, что купить, чтобы подошло всем. Там, допустим, на 5 человек легко найти, а вот на такой-то возраст нету. Поэтому пришлось и то, и то, и то, пока нашла. Все, 25-30 минут. Ну, я думаю, вот этот будет 15-20 минут печься, 5 минут ставим. Ну вот прошло уже 15 минут, как готовится. Позвонила учительница в школе, она так расстроилась. У Кости спрашивала, что с ним случилось. Оказывается, она их тихонечко в класс отправила. Костя, видать, тише всех пошел. Но главное, что ничего. Так, я отрезаю бумагу. Мне нужна бумага. Вот здесь будет рулет лежать. И тут я его закатаю. Я пошел, беру его на часа 2 надо. Ну, хотя бы на 1,5, на 2 в холодильник. Как бы эти рулеты, они больше идут, ну, сейчас девочки на английский съездят, Костя к репетитору съездит, Ваня маленький придет. И вот будет разнообразие к сладкому. Обычно рассчитывается сахарная пудра 1 к 10. Здесь у меня 500 грамм холодных сливок, очень холодных, ледяных. Они неделю точно стоят в холодильнике. А здесь у меня 50 грамм сахарной пудры без комочков. Если бы была с комочками, я бы ее просеяла. Но она у меня хорошая. Все, я ставлю взбивать. Мне нравится, что вот эти сливки, они когда 33%, и когда они холодные, они очень хорошо взбиваются. И вот я сначала поставила сливки, ничего не добавляла. И сейчас до полуготовности доведу. То есть я так смотрела, остановила миксер, посмотрела, что узор так чуть-чуть рисуется, но стекает. То есть так, полуготовность такая. И начала вводить сахарную пудру только тогда, когда у меня уже была полуготовность. То есть сразу не делала. И после этого там опять несколько минуточку-две, и все в принципе. Сливки тоже главное не перебить. Такие получились густые.
Я убираю в холодильник, потому что у меня, я достала ровно 20 минут, запекались мои бисквиты. Я их вытаскивать не буду, у меня нет времени. Я побегу, ездю в школу за девочками, за Снежаной Анютой. Потом как раз бисквиты остынут, я их переверну, но я их обычно горячие переворачиваю так. Оп, и все. Вот они. Все, вот так я обычно. У меня сейчас просто нет времени. А так горячие, вот они, пусть они остывают, они очень нежные получаются. И с тем ничего не случится, если он... Ладно, сделаю сразу. Все, полетела за девочками. Надеюсь на Снежану, которая... Она сейчас уже звонить будет, если меня не увидит. Ну и она капуша такая, что... А сливки я убираю в холодильник. Ничего с ними не будет. Все, полетела за девчонками. Пока съездила за девочками, пока привезла их домой. У нас времени, в принципе, было недолго. Они без 20 только вышли. Мы приехали домой, но они, как обычно, решили еще 5 минут перекусить. Увезла их на английский, приехала домой, переоделась, умылась, прибежала на кухню, забыла включить микрофон. Но разговариваю там с вами активно, то есть Света и микрофон – это две вещи несовместимые. Но ничего, я привыкну. Мне как-то даже говорю, я уже повторюсь, задавали вопрос, вы готовите как будто в первый раз. На камеру, да, на камеру я не готовила. То забуду что-то положить, то еще что-то. Поэтому хоть список готовь, хоть себе напоминания оставь, которые постоянно будут кричать. Что я сейчас делаю? Я на своих бисквитах, медовые бисквиты, вообще это медовый рулет. На своих медовых бисквитах я сейчас обрезаю край, потому что мне нужна крошка. Я, во-первых, край выравниваю, ну так щедро обрезаю, как медовый торт, да, медовик, его посыпают крошечкой. Так и здесь будет крошечка, но только это будет рулет. Вот я уже показывала, у меня уже один готовый. Вообще я в этот день сделала 4 рулета. И эти вот сейчас 3, я потом все-таки, у меня крем остался, я еще чуть-чуть. И вот сейчас я сливки, взбитые с сахарной пудрой, такой крем я намазываю. Намазываю так, что... последний край, в какую сторону буду крутить, немножечко там на сантиметр не домазываю. Сейчас вот намазала, слой толстый не делаю, потому что когда закручивать начинаешь, он выдавливается. Поэтому здесь слой, толстый слой крема просто не нужен. И вначале я немножечко, там сантиметр отступила, тоненько надрезала. И еще тоненько, чтобы он хорошо закручивался. Хотя можно так и не делать. И главное не перерезать. Сейчас закрутила как конфетку. И часа на 2 убрала в холодильник на 1,5. Потому что я это все готовлю, я уже сказала, детям, когда все соберутся. Просто небольшой сладкий перекус для того, чтобы попить чай. И вот я 4 бисквита сделала. 3 дети вечером выпили. Вместе с чаем попили вкусненько, покушали. А последний бисквит вот сегодня мы озвучиваем. И сегодня только через сутки дети достали из холодильника 4-й бисквит, нарезали по кусочку такому. Бисквиты не маленькие, то есть во весь противень такие щедрые, толстенькие, большие бисквиты. Вот дети нарезали, в принципе, по такому хорошему кусочку. И вы представляете, целые сутки пропитывался. Он настолько нежный, он настолько вкусный. Хотя вчера он был тоже очень вкусный. И также смазываю сверху крем сливки с сахарной пудрой. И также было бы отлично сметана с сахарной пудрой. Сметана там 25%, такую, ну, в общем, жирненькую сметанку хорошо было бы взять. Погуще. То есть смазываю, и сейчас буду просто крошку, которую обрезала, края, я в измельчителе разбила в крошечку, и сейчас начинаю прям силиконовой лопаткой, очень удобно. Очень удобно вот набирать и прям снизу наверх тянуть. Тогда и рассыпается мало, и хорошо прям укладывается
это крошечка. Вот ложишь и снизу вверх до середочки. Такие получаются красивые рулетики. Сейчас доделаю и уберу их. То есть лишнего я ничего сюда не добавляю, потому что, в принципе, достаточно всех запахов. Ванилин я добавляла только в тесто. Вообще отлично. Настроение хорошее, светит солнышко. Поэтому вон он, я вам разрезаю, рулетик разрезала, чтобы показать срез. Такие вот хорошие рулеты. Очень нежный, очень вкусный, поэтому, в принципе, я думаю, что ни один человек не пожалеет, если его сделает. Также этот рулет у меня чуть-чуть поменьше, потому что яйца были маленькие, от маленьких курочек. Поэтому рулет немножечко получился маленький, но он все равно получился. Вот этот рулет уже сегодня дети его доедали. И то он получился очень вкусный и хороший. Не настолько. Все равно он больше в 1,5 раза, чем магазинный. Поэтому рулет получился такой хороший. Я думаю, что такой рулет, в принципе, заслуживает вот снизу вверх. И он тогда хорошо накладывается, крошечка. Такой рулет заслуживает, чтобы его делали дома. То есть, в принципе, если делать со сметаной, получается не настолько дорого. И, в принципе, нормально получается. Сливки тоже. У меня были сливки, я со сливками сделала. Детям очень понравилось. Ну вот, я сделала свои рулеты и перешла с вами в гостиную. Мне срочно надо перегладить белье. Да тут Снежана бегает, показывает мне, ну я ж отошла, чтобы вам видно было. Она теперь готовится же на турслет, она мне, все гуляют, а она придет и со мной. Я говорю, ну ты что, ты ж так гулять хотела. Она так волнуется, выход свой, она теперь композицию, как она говорит, готовит. Да, я, кстати, купила вешалочки новые. Я с этими вешалочками, у нас столько вешалочек, во-первых, когда переезжали, оставили там. Ну, про это уже забыть можно, уже 4 года прошло. Столько вешалочек, ломается много. Покупаю их, то тоненькие, то отломаются, то еще что-то. И вот эти вот я купила икеевские вешалочки. Я их купила икеевские не потому, что я гоняюсь за брендом Икея. Нет. Потому что, в принципе, почитала положительные отзывы людей. Там были вешалочки разные. За 400 рублей 20 штук. Просто какого-то другого бренда. И вешалочки вот эти икеевские, их 24 штучки. Там разное было 8 штучек, 6 штучек, я вот 24 взяла. 24 600 рублей. Ну и в принципе в тех верхний крючочек крутился. И люди многие жаловались, что приходили эти вешалочки со сломанными крючочками. Ну а я здесь посмотрела, такие они довольно-таки эластичные вешалочки. И яркие для девчонок, для мальчишек. Вот для маленьких футболочек не люблю. Никогда не складываю футболочки в шкаф. Никогда. Только убираю футболочки только на вешалочку. И папины, и мальчиков взрослых, и свои, и Ульяна, и Василиса, и маленькие дети. У нас все футболки висят. Только висят. Чтобы взять сразу, и уже было все готово. Чтобы сразу чистенькое, чтобы не надо было доставать, что-то гладить, что-то разглаживать. И получается, что у девчонок постоянно навешано очень много по 4, по 5 футболочек, по 4 платьишка, а то и смотрю платьишко, да футболочку еще повешают. Не люблю. Самое большое это 2 футболочки. Допустим, если это футболочки на выход, и их 2 будет висеть на вешалочке, еще ничего страшного. Если это футболочка домашняя, и их будет 2 висеть, это тоже ничего страшного. А 3-4 это уже много, мне не нравится. Я сейчас вот еще заказала на Вайлдберрис вешалочки с прищепками. У нас вообще было их очень много. Посломали очень много, оставили. Для того, чтобы вешать юбочки, брючки, еще что-нибудь. Такие железные вешалочки.
10 штучек заказала. То есть придут, потому что тоже уже стала нехватка. Уже порой парням не на что вешать брючки, уже смотрят. Поэтому стараюсь подкупить такие вещи. Где-то вовремя, видать, упустила, а может быть и нормально. Переглаживаю свои полотенца, досмотрю, что все полотенчики у меня опять в пятнышках. Я обычно, если стираю полотенчики, я их замачиваю. Но бывает, когда стирает Ульяна, она, то есть стирает, и полотенчики где-то не отстирываются. Но я сначала хотела их замочить, а потом думаю, нет. Скоро нам на обзор пришел как раз очиститель, и скоро мы будем делать обзор. Думаю, ладно, пусть потерпят мои полотенчики до того обзора, и я как раз сделаю обзор, протестирую, хотя я уже много раз тестировала, просят делать, поэтому делаем. В принципе, мне нравится этот отбеливатель, и я буду делать обзор, почищу свои полотенчики. Ну а сейчас, раз они уже стираны, еще раз попользуемся ими на кухне, а потом уже как раз будем и тестировать. И у нас вообще дома целая беда. У нас заболели все. Все. То есть вот у меня голос такой, папа не домогает, болеет Ульяна. Но Ульяна не то, что болеет, она уже себя хорошо чувствует. Сразу ее так подлечили, у нее очень сильно были головные боли. Василиса жалуется. Сегодня Анюта, температура сейчас 38. Всех лечила. Сегодня в поликлинику ходили. Снежана, Костя, Максим. Я их водила сегодня к доктору. Температура 37,5. Так они мне ночью, в 4 ночи, здесь такое началось. Прибежал Костя, мама меня стошнила в туалете, прям, там на пол везде, ничего страшного. Слышу, следом кто-то бежит опять в туалет. Максим. А утром захожу к Снежане в комнату, а Снежана лежит у Ульяны на кроватке, а ее кроватка вся, она ее стошнила. Я говорю, доча, да ты почему ж не пришла? Она говорит, мама, меня Ульяна положила к себе. Я говорю, нет, больше я так не разрешаю, доча, сразу к маме. Мало ли, а вдруг что-то серьезное. Ходит какой-то вирус. Сказали об этом в поликлинике. А у меня школьных групп, представьте, сколько у меня классов. И есть школьные группы с учителем и с родителями. Группы красные аж. И детский сад тоже. У всех детей головная боль, болит живот, рвота, понос. То есть такие вот и температура. У кого какие симптомы, вот такие вот симптомы. Представляете, что происходит? Какая-то волна идет. Я вообще сегодня детей привела, она говорит, все дети вот в таком состоянии. И я прям вообще расстроилась. Анюта пришла со школы, вроде такая живенькая была. Раз, все, мама, голова болит. Да ты чё, доча, меряем температуру 38. Я сразу подключила лечение, которое доктор назначила детям. Завтра поведу Анюту в поликлинику. К Василисе приглядываюсь, но тоже жалуется, что ее тошнит и болит голова. Температуры нету вообще. Но я ей дала этот уголь активированный. Доктор назначила детям всем. Я ей дала, и она сказала, в принципе, у нее прошла потребность, чтобы стошнить ее. Такие прям у нас проблемы, я расстроена, не могу. У нас дети, мне бы главное, чтобы Рома с Валерой не заболели, потому что им ехать в пятницу, получается, в пятницу 14-го им ехать в санаторий, а они как это будут вообще, я даже не знаю. Вот я сегодня ролик мы озвучиваем, сегодня вторник. Это в пятницу их будем уже увозить. Вот такие у нас, то есть, дома проблемы. Главное, у нас еще Ваня в садик ходит, пока такой живой, бравенький. Как говорят в Бурятии, это слово говорят в Бурятии. Бравенький. И я даже не знаю, что мне с ним. Пока хорошо себя чувствует, так за ним приглядываю. А дети у всех красное горлышко, все полоскают горлышко. У всех болит горло. А я сегодня даже начала принимать антибиотики. Как мне мой дорогой оператор, мой муж сказал, что тебе, в принципе, надо было сразу начинать это делать, потому что ты никогда без антибиотиков не выкарабкиваешься, поэтому тебе надо было сразу начинать с антибиотиков. Ничего, я сегодня и ингалятором дышала,
как и все. И приняла антибиотики, и более-менее получше себя чувствую. А то до этого 2 ночи не спали. Но вот такие у нас новости. Также мы готовимся к отъезду Валеры и Ромы. Они у нас уезжают в санаторий. Сегодня у Ромы спрашиваю: хочешь ехать в санаторий? Говорит, да. Сейчас сказала мой оператор. Да, было время хорошее, когда он меня очень часто снимал. Теперь я сама снимаю. То видео не включу, то звук не включу. Но снимаю сама его. Сейчас нету со мной рядом. Я уже поторапливаюсь, потому что мне надо детей домой загонять. Как раз это накануне того, что они заболеют. Но сейчас они еще на улице. Поэтому мне надо быстренько закончить, пойти загнать их домой, позвать всех. Ни в какую не соглашается никто идти домой. Гуляют, прыгают, бегают. Я уже про это рассказывала и не раз. Да, наверное, все дети сейчас, где тепло началось, и уже все-таки в предвкушении каникул они. Так и у нас. Надо звать, чтобы покупать всех, и чтобы они все закончили. Пока помоются, пока переоденутся. И на утро в школу, в детский сад. У нас-то, знаете, да, столько народу, пока всех накупаешь. Отопление у нас котел, большой у нас котел. Могут в 2 ваннах одновременно мыться дети. Но еще кто-то может потом один. Ну а потом мы греем, ждем, пока он опять нагреется. Нету такого, что без остановки кто-то моется. Ну вот как я хорошо сделала, как мне нравится. На каждой вешалочке либо 1 футболочка, либо 2 платьишка, либо 2 футболочки. То есть вот подошел ребенок, взял, и не надо ему копаться, стоять и что-то делать. Сейчас Никита увидит, что я стала собирать, все собирать стала, придет, будет помогать мне убирать. Вообще интересные у него такие качества проявляются. Вот если мы где-то идем, и я отстала, он обязательно ждет. Хотя все приехали, там с парнями идет. Если дверь надо открыть, обязательно открывает. Если мне надо одеться, обязательно говорит: мам, давай я сумку подержу. То есть такие знаки внимания проявлять стал. Прям смотрю, что прям ждет. Увидит, что мне сейчас помощь нужна, и прям ждет. Недавно веточки жгли. Прям вот с самого начала встал возле меня и не отходит. То есть такие вот интересные у парня. 15 лет ему уже, в январе уже 16 будет лет. Он у нас январский. И он такие вот качества проявляет. Мне, конечно, это нравится. Как для парня это очень хорошее. Все, Ульяна пришла, Снежанка там уже бегает. Уже все ждут. У меня как-то у нас спрашивали, как-то говорят, ну, наверное, у них не всегда дома такие богатые обеды, завтраки и ужины. На самом деле, да. Сейчас вот как раз вот она, Снежана, понесла свое постельное. Их очередь сегодня была менять постельное, и я сняла, но не застелила еще. И как раз погладила, говорю: неси свое постельное в свою комнату, сейчас будем с тобой застилать, пойдем. Как раз намоется и на чистой кроватке будет спать. Ну вот сейчас вот Никита уберет гладилку, а я пойду с детками на кухню. Все это разнесу и на кухню пойду. Девочки мои, Ульяна и Василиса, сейчас не отдыхают. У них тоже свои дела какие-то, а я делаю то, чем мне нравится заниматься. У нас появился новый шкаф, мы купили на Валберес, я заказывала его, потому что уже у нас, у Ивана маленького, есть такой шкаф, но только расцветка другая. Но я как раз говорю Ивану: давай закажем вот мне для полотенцев, и вообще мне один шкаф надо разобрать. Потом я буду его вместе с вами разбирать. Там столько всего, не знаю, поместится оно у меня сюда или нет. А вот дети, они пришли с улицы, уже на улице темно, уже ужин прошел, уже, в принципе, пора мыться и спать, но они засели. Анюта решила, достали прям булку хлеба, Снежанка кушает борщ, Ваня с Анютой
Ваня печеньки мажет. Нет, хлебушек медом. Анюта тоже хлебушек и пьют чай. Чумазы, ручки помыли и кушают. Но я даже им не говорю, почему хлебушек не режете, почему еще что-то не делаете. Как дедушка говорит, у них можно это делать. Да, собачки докушают, а детям так нравится. Иногда и так надо покушать. Спасибо, что досмотрели наш ролик до конца, были с нами.